Как построить демократию с крысами? Могут ли голые мужики построить пирамиду за 5 минут? Украинский портал лучше оригинала? Как выглядит убийца Хардстоуна? И почему Губка Боб это главный прорыв 21 века? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответ в этом видео. Мало кто знает, что на планете Земли только 30%, а остальные 70% это плохие инди-игры в Стиме. Привет! В этой рубрике мы будем искать в недрах Стима и обозревать годные и не очень авторские инди-игры. Вообще, это вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, на что наткнешься. Есть как свои шедевры, так и свои позоры, и наша первая игра Legendary of Kai. Это олдскульный платформер про кота из нулевых. Никогда не понимал людей, любящих подобные игры. Прыгаешь ты по платформерам, а где драйв, азарт, адреналин? Вот согласитесь, гораздо лучше в реальной жизни прыгать по гаражам, упасть и сломать себе хребет. Начинается игра со слайд-шоу, из которого мы узнаем, что есть хорошие коты и плохие обезьяны и крысы. Плохие звери захватили страну котов и решили построить там демократию, но, как обычно, эта демократия закончилась репрессиями и массовыми расстрелами. Американцы поймут. И теперь наша задача прогнать плохих зверей с нашей земли. Наш главный герой – кошак-подросток. Он учится боевым искусствам у своего старого и вечно пьющего сенсея. Начинается первый день, и нам дают наше первое задание – поздороваться с жителями нашей маленькой деревни. Какие тут только люди не живут, а болтливые, как бабки из соседнего подъезда. Я только подошел поздороваться, а они на меня все свои мысли, проблемы и быт вылили. Сразу подкупает креатив разработчиков. Диалоги в игре нельзя скипать, ведь без них мы по достоинству не оценим всю их смысловую мощь. Нас послали сгонять и найти нашего сенсея, который опять потерялся в районе канавы. Зачем делать понятную мини-карту, если с ней игроки не будут часами бегать по карте, не понимая, что вообще от них хотят? Пока я искал своего учителя, наткнулся на вражеский лагерь. На этих кадрах вы можете наблюдать вопиющую жестокость и ультранасилие. Спустя еще пару часов поисков я все-таки нашел своего учителя. Как я и подозревал, он опять забухал и махал руками. Тут в благодарность он дарит мне самое имбовое оружие в игре – деревянную палку, и показывает, как с ней обращаться. В игре двухкнопочная боевка. Одна кнопка удар, вторая блок. Плюс этой боевой системы, что можно не играть в Секиро. Ах да, еще можно крутиться и больно приземляться. И вот начинаются наши подвиги. Наваляли крысам, отжали соседнее село. Если честно, все это больше похоже на войну банды Сан-Андреас, а не на простенькую детскую игру, кое она хочет казаться. После нашей победы пошли поговорить по душам с нашим мэром. Вообще, разработчики отлично воссоздали нашу реальность. Наш мэр – это мелкий продажный трус, который не хочет, чтобы мы возвращали свободу своим людям. Ведь он и так неплохо устроился, правя под контролем крыс и получая от них деньги. Также хочется похвалить визуальный стиль, сделанный очевидно с оглядкой на аниме. И саундтрек, написанный в лучших традициях китайских ММО. Хоть сейчас отдельно можно заливать на YouTube с надписью Relax Chill медитация 10 часов подряд. Ну вот, на этом и закончилось мое большое приключение длиной в 1 час. Настоятельно рекомендую эту игру, если у вас проблемы со сном. Будет ли это интересно именно вам, каждый должен решить самостоятельно. На мой взгляд, бэктрекинг и диалоги ни о чем, это конечно весело, но все равно чего-то не хватает. То ли глубины боевки, то ли интересного сюжета и ярких персонажей. Вот сравните с тем же Крэшем. Там и боссы крутые, харизматичные, и хардкор, и минимум диалогов и растягивания сюжета. А тут все как-то медитативно и спокойно, а там каждую секунду столько движухи, что заскучать просто невозможно. Возможно, именно из-за этого игра не стала культовой, а быстро забылась. После таких ужасов я пошел успокоить нервы в ремастер Губки Боба. Ну что можно сказать, попахивает игрой года. Особенно мне понравились графика и анимации диалогов. Вроде кажется, что губы шевелятся, а на самом деле они молчат. А тут наоборот молчат, а откуда-то со стороны звуки доносятся. Искусство чревовещания, не иначе. Стеклянные глаза, как главная фишка игры. Хотя я не знаю, может там под океаном большое давление и хочешь не хочешь перестанешь моргать. Геймплей, где ты монотонно собираешь монетки, как главная предтеча и дань почести культовым платформерам из нулевых. За это накинем 1 балл к финальной оценке. Сразу видно, разработчики могут в Next Gen, именно поэтому графика из нулевых лагает на компьютере за 50 тысяч рублей. Правильно, чтобы не расслаблялись, а то думают, дорогие компудахтеры накупят, а для них кто-то оптимизацию будет завозить. Я уверен, что большая часть бюджета игры пошла на эту цветастую графику, от которой спустя 10 минут будут болеть глаза.
Ну, я думаю, однозначно, это игра года 2020. Какой год, такая в принципе игра. Надеюсь, в следующей части они не научат героев жестикулировать и показывать на лице эмоции, а то без этого уйдет весь колорит и фишка игры. Фух, я думаю, многие мечтали об украинском портале. А раз мечтали, получайте. Украинский убийца Portal MechRunner Dark Pulse. И позор вам, если это название вызвало у вас ассоциации с каким-нибудь драйвовым боевичком из 90-х. Потому что MechRunner 2013 года это чистый и нефильтрованный симулятор России 21 века. Мы играем за типичного Яндекс.Курьера, чья вселенская задача остановить тиранию злого злодея. В игре мы бегаем по маленьким комнаткам и решаем простенькие бытовые головоломки. Вроде активируй пару плит, посмотри под подушку и забери батины носки. Наш наставник это паукообразный дед с 6 руками, который будет нас всячески поддерживать и мотивировать на подвиги. Сразу чувствуется, что нашим украинским братьям удалось максимально приблизиться к такому понятию, как зрелищность. Потому что переход на каждый уровень будет сопровождаться закадровым голосом, а такого, между прочим, нет и в многомиллиардных голливудских блокбастерах. Главный злодей думает, что будет сильно мучить нас, если заставит выполнять примитивные однотипные задачки для дошкольников. Создатели MechRunner пошли гораздо дальше и заставляют нас в это играть, что уже само по себе преступление. Накинем финальный балл за красивую и точно ниоткуда не украденную модельку Portal Gun, то есть лазерной пушки. Знаете, вот всегда мне были интересны стратегии, настолько, что я в них никогда не играл. Но цивилизация привлекла мое внимание, предложив за место фармы и рутины разнообразные исторические эпохи и возможность проследить за развитием человечества. Но в принципе я всегда догадывался, что развитие человечества началось с десятка голых мужиков, ворующих чужие ресурсы. Разработчики не соврали, пообещав нам уникальный геймплей за каждую нацию. Я начал игру за греков, но уверен, если бы начал ее за русских, мои голые мужики бегали по Сибири с медведями. По-моему, очень реалистично, что из добытых палок и собачьих хвостиков можно сварганить целые ремесла, которые в дальнейшем можно направить на развитие своей страны, чтобы голых мужиков бегало еще больше. По-моему, звучит революционно. Хотя, может быть, разработчики хотели нам аккуратно намекнуть, что хоть время и эпохи постоянно меняются, человеческая сущность остается такой же, как и 1000 лет назад. Встретился с мужиками, украли пару десятков палок, сделали из них костер, чтобы на следующий день еще больше поохотиться и поесть. Игра всей нашей жизни, не иначе. Ну и напоследок хотелось бы заценить карточный рогалик со скромной оценкой 10 из 10 в Стиме. Я уверен, такую оценку получают только качественные и очень интересные игры. Мы играем за рыцаря-аутиста, которого в детстве не научили носить шлем и прикрывать лицо руками, вследствие чего он постоянно подыхает, но из-за древнего проклятия постоянно оживает и начинается все по новой. Звучит так же интересно, как и играется. Разнообразие противников очень большое. 2,5 мужика с палкой и их собаки. Прокачка бесполезна, ведь вся суть в рандоме. В начале боя нам выдают рандомные карты с боевыми приемами. Выпали хорошие – победили, выпали плохие – проиграли. По-моему, казино вышло на новый уровень. А локации хоть и очень живописны, но надоедают спустя пару минут ввиду их малого количества. Могли бы фоны хотя бы с Россией подставить, было бы атмосферней. А так, с первого взгляда видно, что разрабы сделали умного брата-близнеца Darkest Dungeon. Кому нужно много героев, скиллов и билдов, если тут у нас можно нажимать 2 кнопки, чтобы выиграть, сюжет в одну строчку и миллионы однотипных и однообразных уровней без интересных и колоритных персонажей. Вот вам, суки, наделаешь интересных персонажей, вы к ним привязываетесь и начинаете им сопереживать, а так игры не делаются. Это все, конечно, очень смешно и весело, но это реально существует и распространяется в Стиме. Так спид. За это просят немалые деньги. Это и есть True Indie Game Dev 2021 года, за который я всячески агитировал и призывал спасать. Нужно ли поддерживать этот мусор кошельком, каждый решает сам для себя. Но мне, конечно, хочется все это забыть как страшный сон и больше никогда не садиться за компьютер. Пишите, какие игры понравились вам больше всего и на какие еще стоит сделать обзор. Я уверен, мы сейчас разбираем только верхушку айсберга, а самое интересное только впереди.